Lancaster. Right now we're here with the Russian Marines in the Ukraine war zone. And as you can see here, there is a medical operation or treatment of an injury going on. Well, this is actually the training of the Russian Marines here in the war zone. You could say like a boot camp. We're here, we're going to be doing several reports, a series on this Russian Marine boot camp, you could say, and showing you how they train. We're going to be showing you how they fight and everything in between. This is information you're not going to see anywhere else in the Western mainstream media. We're bringing you what they won't. We're bringing you without any narratives, just the pure facts on the ground where you're going to not see anywhere else. Stick with us, subscribe, like, comment below what you think about this training and what you want to see next. We've got so much more coming. Please like, share, subscribe, and I'm Patrick Lancaster here bringing you an exclusive report. You can support my work with the link on the screen or in the description. Можно представиться себя и сказать, что буду сделать. Представься и говори, что ты будешь делать. Позывной Рубас, я фельдшер. Будем оказывать помощь при ранении в ногу, сквозное ранение. Сейчас военнослужащие будут демонстрировать наше ранение. Так. Давайте вы вдвоем сюда, они долго будут это делать. Идите сюда вдвоем. Давай, идите сюда. Снимите это все. Сквозное ранение много делать? Да. Сможешь сделать? Все, давай, накладывай жгут. То есть это вот у нас новички только начинают. Да. Второй день обучения. Накладывать жгут для остановки кровотечения. Если кровотечение остановим, то человек не втекает и спасаем жизнь. У вас морской поход, да? А? У вас морской поход, да? Да, морская пехота, 87-го полка, дислокация город Каспийский. При наложении жгута останавливаем кровотечение, здесь на тренировках идет сквозное ранение, вход-выход с разрывом. Что мы делаем? Обучаем личному составу, как правильно наложить жгут, как правильно тампонировать гемостатиком, как правильно наложить и ППшку. В связи с чем то, что мы правильно оказали помощь, человек у нас остается в живых. И даем команду на эвакуацию. Они убывают. Военнослужащий, если может наступать сам, идет с палкой на эвакуацию. Если нет, то вызываем такелажника. В таком формате обучаем. Да. Когда я слышу слово морской поход, я думал, будет только море. Ну, морские пехотинцы, они на все способны. Во всех местах мы сражаемся, оказываем помощь, работаем во всех планах. Независимо море, суша. Поэтому стараемся во всех направлениях работать по максимальному. Вот здесь, на данном месте, мы учим отрыву кисти. То же самое, наложение жгута изгоя, которое сейчас хорошо функционирует, работает. Остановили кровотечение, имитируем отрыв кисти, накладываем, как варежку, правильно сделать. Там же тампонаду, обезбол и доклад. Доклад по ранению. Доклад правильно сделали, сразу на эвакуацию отправили, потому что необходимость идет временные показатели нужны. Чем быстрее, тем лучше. На самом жгуте указываем на время наложения жгута тоже.
Не забываем об этом. Следующий пошел. Все, снимай! Бать, ему походу конец. Да его походу пизда, блядь! Нет, я понимаю, что тебе больно. Держись крепче. Эвакуируем. Эвакуируем. Ну, на 300 один. Раз, два. Терпи, терпи. Терпи. Стой, 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 стой. Все, будет жить. Будет жить. Можно сказать, вы откуда? С России. Но вы как... Вновь прибывший военнослужащий. Да? И как долго вы был солдат? Вот только пополнение у нас обучение. только солдаты. Только неделю, да? Учат инструктора. Ага. Военному делу обучают нас. И как обстановка здесь сейчас? Слаживание боевое идет. Происходит боевое слаживание, чтобы могли взаимодействовать с личным составом. Друг друга понимали, могли оказать медицинскую помощь. И почему вы попал в солдат? Родина позвала. Можно представить себя? Позывной Акера, 21 год, с Ижевска. Вы тоже новый, да? Да, тоже новичок. И почему вы здесь? Тоже из-за родины, все просто. У меня тут брат воюет, я тоже не могу в стране оказываться. И как тренировки? Сложные, но терпимые. Тут 6 точек, на каждой чему-то новому учишься. Где-то от дронов отбиваться, где-то танковый ров пробегаешь, где-то вот медицина. Все занятия очень интересные. Что будет дальше за война? Не знаю. Выиграем, наверное. Победа за нами. Да, победа за нами. Здесь у нас на столе выложен материал, перевязочный материал, чтобы у нас личный состав занимался медициной. Некоторые материалы уже на руках. Это мы обучаем основным моментам. Здесь показаны ранения, при которых мы объясняем ребятам, как правильно взаимодействовать при определенных ранениях. И как важно это тренировки? Первое оказание медицинской помощи – это спасение жизни каждого. И ребята каждый раз, когда учатся правильное наложение жгута, элементарного жгута, это уже спасает одну жизнь. Ребята, если не будут этим заниматься, не будут тренироваться, будет плачевно все. Если научить нормально, будут жить, вернуться домой целыми, живыми. А здесь на плакатах у нас написан состав аптечек, который находится у каждого военнослужащего. На том справочнике у нас идет общие формулировки, как правильно оказывать при определенных ранениях оказание помощи. И вы, они новые, но как долго вы был Я солдат? с первых дней нахожусь на СВО, с первых дней обучаю личный состав медицине, стараюсь, начинаем давать по чуть-чуть информацию, к итогам завершения обучения даем полноценное оказание помощи. Ребята оказывают полную помощь, выходят живыми. All right, we showed you a little look inside the Russian Marines training here of the first responder, or basically the first responders are their soldiers next to them. How they train and what they do in the case of an injury. And we're going to continue on here with the Russian Marines, showing you everything you're not going to see anywhere else
We bring you the facts here on the ground. No narrative, no opinions, just the real situation on the ground. So stick with us and please like, share, subscribe, and definitely comment below what I'm doing right, what I'm doing wrong, what you think about my work, what you think about the Russian Marines, and everything in between. Remember, I'm totally independent crowdfunding journalist. Support my work with the link on the screen or in the description. Now let's go get some more information, some more stories here with the Russian Marines. And here in the training, these soldiers using every bit of their equipment to dive to avoid these drones, to engage these drones with their AKs. And it's not just training, even in real world combat, these soldiers, of course, rely on every bullet, every piece of equipment. And what most people don't realize, every AK, every tank, every armored vehicle, and every warship, even every bullet for that matter, relies on steel. Steel isn't just iron. Steel isn't just metal. It starts with coal. Metallurgical coal, the kind to make steel, is the backbone of modern civilization. So when we see these Marines train and fight with their weapons and pretty much all of their gear, we see the front line of the resource war in reality. And that's where our sponsor comes into play, Forge Resources. And we're going to get a little bit about them here in a second. So when we see these Marines training and fighting here while relying on all of their equipment, which basically relies on steel, we see the front line of the resource war going into action in reality. And it's just not Russian Marines, it's just not US Marines, it's every military across the world, and not only even the military, just civilization for that matter, relying on steel. And that's where our sponsor for this video, Forge Resources, comes into play, making big moves in Colombia. And you can see how this all relies on steel. All defense across the world, industry across the world, and society itself. The world produces over 2 billion tons of steel every year, which all of it relies on metallurgical coal. There's supply shifts, there's tensions rising in some areas, which changes everything. I mean, just look at the Russia-Ukraine war. With tensions rising in some areas, with natural disasters causing supply shifts in others, there are areas that are filling in the gaps. And that's where our sponsor, Forge Resources, comes into play. The Estrella project in Colombia is fully permitted, advancing, and positioned to supply the world with the steel that it needs to continue on, whether it is medical supplies, electric system supplies, or much, much more. Their project seems positioned to fill in the gaps. And this isn't just some exploration. Forge Resources is actively taking the minerals out of the ground, and if you want to see what they're doing to fill in the gaps of the world, go down and check their presentation in the pinned comments and the description below.